Друзья, добрый день. Сегодня отвечаю на вопросы нашей аудитории. Вопрос такой. У меня существует убеждение, что лениться плохо, бесполезный трудень. Нужно постоянно что-то делать полезное. В моем случае это зарабатывать деньги, плюс все делать самой, не сваливая ответственность и не разделяя ее. Вначале я просто бесконечно не позволяла себе быть бесполезной. И в других тоже это не принимала, боролась. А теперь жизнь вообще меня деньгами учит. Ибо деньги любят, в кавычках, меня только полезную и самостоятельную. Как следствие, ни работы, бизнес туда же, одни долги и суммы немалые. Деньги любят полезных, и это касается не только вас, а в принципе. То количество денег, которое вы получаете, имеет прямую пропорциональность с тем, насколько вы влияете на мир. Это влияние может быть со знаком плюс, со знаком минус, но величина этого влияния, она прямо пропорциональна деньгам. Ну, возьмите любой пример, и вы увидите это. Потому что когда нам говорят, что деньги – это следствие вашей пользы для мира или того добра, который вы причиняете в мир, это не до конца правильно. То есть тогда люди, кто это говорит, они не хотят видеть другую сторону реальности. Да? А деньги как раз у тех людей, кто очень хорошо и близко связан с реальностью, а значит влияет на других людей. Да, нам выбирать каждому, это влияние со знаком плюс или со знаком минус, мне нравится со знаком плюс. Но тем не менее реальность такова, что есть разные влияния, но нет человека с деньгами, который не влияет на других людей. Да? Если вы, например, продаете яблоки на рынке, да, вы продали яблоки, там у вас 5 килограмм, 5 покупателей по килограмму, вы повлияли на 5 людей, ну и как-то косвенно, может быть, на членов их семей, которые эти яблочки тоже съели. Вот одна сумма денег. А если у вас большие какие-то компании, которые там гектары, сотни тысяч выращивают яблони и продают на весь мир, то это другое влияние и другие деньги, соответственно. Если вы жена условного олигарха, и от того, в каком настроении вы утром проснулись, и не знаю, как хорошо у вас сложился завтрак, от этого зависит дальше, как он там приедет в офис, примет решение и повлияет на многих миллионов людей. Ох, конечно, у вас есть деньги. Понимаете? То есть мера влияния. Если вы, то, что вы пишете бесполезный, то тогда вы не влияете. И понятно, что нужно говорить, да, с автором вопроса, я чуть-чуть так утрирую, но мне кажется, что где-то вы попали под влияние вот этих тренеров, которые обещают, про то, что вот осознайте, какой вы были хорошей, послушной девочкой, и будьте наоборот. И в этом есть часть правды, да, потому что, действительно, мы все привыкли брать на себя много ответственности и так далее, но, понимаете, это часть правды. И я вижу многих клиентов, которые идут за этим, а это очень такая сладкая песня про то, что будь такой девочкой, сними с себя всю ответственность, ты никому ничего не должна, только платье красивое и прочее. И люди, то есть женщина, которая всю жизнь жила с этой ответственностью, брала на себя ответственность, за все отвечала и так далее, она безумно устала. И она хочет услышать эти сладкие песни, да, они для нее, знаете, как этот крысолов с песенкой, да, и он вот так вот, да, нам всем хочется за этим пойти, потому что это очень сладкая такая картинка про то, что, можно тебе весь этот груз снять. Вот. И наша психика, она так из одного полюса переключается в другой полюс, да, из 100% ответственности или 1000% в 1000% безответственность. Люди начинают брать какие-то кредиты, покупать себе красивые платья, и все это вот так вот, а денег новых нет, и это заканчивается плачевно, увы. Потому что любая терапевтическая работа, она должна проходить такими этапами. Первое, вот это так, да, когда клиент приходит в каком-то одном полюсе, например, гиперответственности, да, первый шаг терапии – это как будто бы человека качает маятником в другой полюс, в полюс абсолютной безответственности. Но
это маленький этап. Иногда он просто одну сессию длится. А следующий этап, это человек должен ответить себе на вопрос, внутри смоделировать, это большая психическая работа, какова моя подходящая мне мера ответственности в моей жизни, в моем бизнесе, в моей семье. Не то, что мне навязали, я должна была нести, а как я хочу, как я это в своей жизни делаю. Потому что я взрослый человек, я несу ответственность за себя, за свой бизнес, за своих детей. Ну, а как? Да? Ну, как бы по-другому неинтересно. Ну, представьте, ну, не несут ответственности младенчики. Потому что, потому что они ни на что не влияют. Еще раз, ответственность это всегда связано с влиянием, а деньги равно влиянию. Вот. Поэтому вы сделали в своем росте внутреннем вот это движение маятником из гиперответственности в то, что сбросили это, а теперь следующий шаг. Это вопрос, как вам хочется. Вот как вы видите идеальную для вас ответственность, а равно влияние, а равно деньги.